В начале 20 века произошли две события, которые отличаются абсурдностью и в то же время жестокостью человеческой натуры. В 1875 году владелец американского цирка Форпа купил 6-летнюю слониху Топси в Индии и доставил ее в США. На протяжении 26 лет слониха была звездой арены, принося цирку колоссальную прибыль, но никто не знал, что за этими выступлениями скрывалась другая реальность, полная испытаний жизни. Дрессировщики для ее тренировки использовали жестокие меры. Они заставляли Топси проделывать трюки с помощью вил и мотыг, а когда она сопротивлялась, пугали ее огнем. Такие методы обращения в конце концов повлияло на характер слонихи, и в один из многострадальных дней привело ее в ярость. Однажды к ней в вольер зашел в нетрезвом состоянии один из дрессировщиков, Джеймс Блант Филдинг. Он предпринял попытку напоить слониху, но она демонстративно от него отвернулась, чем разозлила мужчину, и тот в отместку потушил зажженную сигарету об ее чувствительный кончик хобота. Это стало последней каплей терпения Топси. Она прихватила его хоботом, бросила на пол и растоптала насмерть. Осознав, что поступок Топси навредил репутации цирка, владелец заведения Форпа, чтобы исправить положение, решил избавиться от слонихи, продав ее в 1902 году в новый луна-парк города Нью-Йорка. Смена места не повлияла на тяжелое положение Топси. Новые дрессировщики также грубо с ней обращались, применяя острые предметы. Одного она чуть не растоптала, когда тот в очередной раз применил длинную вилу для сена. Ему удалось не без помощи людей выйти из клетки. К тому же, слониху заставляли таскать тяжелые бревна во время постройки аттракциона. В 1903 году, во время выступления Топси, в порыве ярости, попыталась растоптать зрителя, который пощекотал ее за ухом. Избежать трагедии помешал дрессировщик. Нервная система бедной слонихи была до такой степени расшатана, что она щекотание воспринимала как опасность или потенциальное насилие. В городе стали появляться слухи, что Топси убила несколько человек. Владельцы луна-парка из-за плохой репутации не могли ее продать, и им пришла в голову идея устроить над ней суд и затем публично казнить слониху на электрическом стуле. Для страховки они накормили ее морковью, напичканной цианистым калием, и надели подключенные к переменному электрическому току ботинки с медной подкладкой на переднюю правую ногу и заднюю левую. Благодаря устроенному шоу владельцы луна-парка сколотили немаленькую прибыль, ведь посмотреть на казнь собрались 1500 зевак. Среди них были и те, кто выступал против убийства слонихи. Кадры казни Топси были задокументированы кинокомпанией «Эдисон». И когда спустя 41 год большая часть парка сгорела в пожаре, те, кто помнил казнь, назвал пожар местью Топси. В музее, рядом с вновь отстроенным луна-парком на Конан-Айленде, в 2003 году увековечили память в честь несчастной слонихи, установив ее статую. Спустя 13 лет судьба другой слонихи Мэри постигла та же участь, что и Топси. Мэри на протяжении 18 лет была главной звездой цирка братьев Спаркс. Ее уникальные номера, будь то стойка на голове, виртуозная игра на различных музыкальных инструментах или удар битой по бейсбольному мячу, пользовались огромной популярностью у публики. Она была любимицей своего хозяина, Чарли Спаркса, который купил ее в Индии в 4-летнем возрасте. По сравнению с Топси, не познавшая любви, ее владелец обожал слониху и предпочитал дрессировать ее с помощью ласки, избегая любых проявлений жестокости. Более того, он строго запрещал персоналу, ухаживающему за Мэри, применять к ней грубую силу. Все изменилось 10 сентября 1916 года, когда смотритель слонов Пол Джейкоби нанял неопытного помощника Рида Элдриджа, работающего до этого в отеле, и поручил ему искупать толстокожих артистов цирка. Молодой человек никогда не видел слонов и не знал, как с ними обращаться. Когда цирк специальным поездом прибыл из Вирджинии в город Кингспорт, штат Теннесси, в целях привлечения публики,
По главной улице было организовано шествие слонов во главе с Мэри, а вечером цирк устроил грандиозное представление, собравшее большое количество зрителей. В середине шоу уставших слоних смотритель попросил Элдриджа отправить в близлежащий пруд на водопой. По пути на место Мэри заметила в поле аппетитные арбузы. Она решила остановиться, протянула хобот, чтобы взять один. Однако Элдридж, стоявший на страже, не позволил ей этого сделать. Забыв о необходимости быть осторожным со слонихой, он проткнул ей ухо крючком. Это было слишком грубо по отношению к слонихе, она не привыкла к такому обращению. Охваченная яростью, Мэри издала устрашающий рев, схватила наглеца хоботом, подбросила его в воздух, затем растоптала его. Элдридж погиб на месте, не успев осознать свою ошибку. Сопровождающая слонов толпа людей, испугавшись разгневанную слониху, разбежались во все стороны. Один из зрителей, местный кузнец, выпустил в нее 5 пуль, но должного эффекта они не произвели. Шум привлек внимание Чарли Спаркса, он прибежал к своему обожаемому ребенку, стал успокаивать ее, поглаживая по хоботу. Возмущенную толпу было уже не успокоить, они стали кричать «Смерть слонихи!». На место убийства приехала полиция, они арестовывают слониху Мэри. Из-за широкой известности продать ее, чтобы избежать наказания, не представлялось возможным. А другие города, куда должен был гастролировать цирк братьев Спаркс, отказывались принимать их цирк, если там будет участвовать слониха. Владелец Мэри, чтобы избежать банкротства, пошел на поводу требования народа и согласился на казнь. Было решено сделать эту процедуру публично, оставалось выбрать способ. В небольшом городке не было электричества такой мощности, чтобы применить электрический стул, осталась только виселица. Кто-то вспомнил про подъемный кран, поднимающий 100-тонный груз, находящийся на железнодорожной станции. 13 сентября 1916 года, после циркового представления без номера слонихи-убийцы, труппа отправилась на место казни. Вокруг железнодорожного крана собралась многотысячная толпа, жаждущие стать свидетелями жестокого самосуда народа. Спаркс, желая ввести свою любимицу в заблуждение, организовал фальшивый парад слонов, которые двигались к крану, держась за хвосты. Очевидцы отмечают, что Мэри проявляла явные признаки беспокойства. Она несколько раз, приподняв хобот, громко трубила, словно предчувствовала беду. Когда шествие достигло места назначения, осужденную спешно приковали к рельсам. Остальные слоны покинули станцию, а в 200 метрах от крана служители цирка приступили к рытью ее могилы. Когда один из палачей обмотал цепь вокруг шеи слонихи, зрители замолчали, крановщик по сигналу поднимает лебедку, но заметив, что ее ноги забыли отцепить от рельсов, ему кричат остановить процесс. Было уже поздно, натянутые сухожилия лопаются с сильным звуком, и 5-тонная масса тела с грохотом падает вниз. У Мэри сломано бедро, она стонет и не может даже встать. Казнь нужно довести до конца. Работник цирка в очередной раз затягивает цепь на шее несчастной, страдающей от боли Мэри. Ее вновь поднимают, и после нескольких мучительных минут слониха задыхается. Хозяин Мэри, вместо того, чтобы найти выход из положения и спасти любимицу от безрассудства толпы, поставил финансовую выгоду выше сострадания и привязанности к своему воспитаннику.